Привет! Сегодня к нам пришла машинка Renault Megane Scenic. Машинки проблемы с иммобилайзером, не заводится. Произошло, как у них часто это бывает, после снятия аккумулятора. Ну что ж, будем отключать иммобилайзер по просьбе хозяина. Сегодня мы наконец-то сделаем обзор такого чудесного приспособления. В общем-то, как Renault ImmoKiller. Работает с довольно большим перечнем блоков управления, но, увы, только на старенькие машины, сравнительно старенькие, года, наверное, до 2000-го, до появления Кана. Делает отвязку только по коллайну. Значит, открываем, посмотрим, что у нас тут есть по этой штучке. Вот он у нас здесь лежит. Открываем описание. Описание обычно целая куча. Одни с картинками, другие без. Сегодня к нам пришла, как мы уже показывали, Megane Scenic машинка. Вот блок управления снятый с этой машины. Блок управления Bosch MCA 15.5, он же. Вот у нас он попадает здесь в описании. Написано 15.5 TDI. Это этот моторчик по дизелякам. Также по бензинкам он делает оборудование Phoenix 3, Phoenix 5, Sirius 32, Sapphire, Sapphire 2, Matronic 7.0 и Magneti Marelli 0.6R, которые заканчиваются. Из дизеляк делает MCA 15.5, EDC 15C3, DCU лукасовские 3-эрки. Ну и считает на DDDS-ах старых, пин-код может высчитать, помочь. Итак, что из себя представляет прибор? Прибор из себя представляет. Вот, вернемся к нашим енотам. Ну, то есть, грубо говоря, к подключению устройства. В реле будем использовать обычное реле. Мудреного ничего в этом нету. Подключаем все как нарисовано. Так, это обратной стороной блочок. Так, реле. Два контакта, где соединены. У нас это пойдет на плюса. Управляющий контакт реле пойдет у нас раз, два, три, 43-я нога. Подключаем контакт после размыкания, который пойдет 41-я нога. Точнее говоря, вывод. Вот до сих пор не отучился. Сколько преподаватель по электротехнике не приучал меня. Так, это счастье у нас пойдет на плюс. Будем использовать блок питания. Так, стационарный. Вот у нас плюсик этот. Подключаем. Дальше. Минуса мы подключаем вот с этой стороны. С правой первая нога, 34-я. Можно, в принципе, и на один вывод подсоединить, но лучше не ошибаться. Дальше что мы делаем? Дальше что мы делаем? Подключаем, подключаем желтый провод на 47-й вывод. Написано еще лампочки подключить, но это как бы не обязательно.
Так, это получается. Синий провод мы подключаем. Раз, два, три. Раз, два. Третий оттуда. Раз. Три. Синий провод подключаем сюда. Это линия иммобилайзера. А дальше. Вот этот провод. Это у нас также постоянный плюс. Мы его на постоянный плюс и одеваем. Вот здесь. Дальше желтый, это у нас после включения зажигания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмой. Раз, два, три. Так, он у нас получается раз, два, три, четвертый после желтого. Раз, два, три, четвертый. После этого. Все, это счастье у нас подключено. Осталась линия иммобилайзера. Подключаем и ее. Подключаем. Все, это у нас все счастье подключено. Так, так. Плюс подключен. Значит, что у нас? Смотрим, в каком режиме надо запускать этот блок на проверку. Это у нас 15, это у нас МСА 15.5. Смотрим. МСА 15.5. Подсмотрим сюда. Написано, что желательно, ну, так как она у нас не является Siemens Фениксом 5, либо 3, либо Сириусом 31, то, скорее всего, надо второй режим. Смотрим. Переключение режимов зеленой кнопкой происходит у нас. Так, это у нас ниже. Вот у нас Bosch MSA 15.5. Ну, конечно, молодец. Массу нам надо подключить на массу. Вот, мы подключаемся. Теперь выбираем режим правильный. Вот лампы светодиоды начали на блоке реагировать. Смотрим. Нам надо подключить режим Advanced 1. То есть лампочка должна гореть. Вот она переключается. Быстрое мигание. Она не работает. И Advanced 2. Ну, собственно, вот. Нам надо, чтобы она у нас просто была включена зеленая. Включаем режим. Вот и пошел у нас процесс подбора кода разблокировки. Процесс будет длиться где-то порядка 4 часов. Снимать мигание светодиодов на блоке не вижу, откровенно говоря, пока никакого смысла. Вот, собственно говоря, оно будет так мигать порядка где-то 4 часов. Ничего меняться не будет, кроме этого мигания. Можно заняться своими делами. Главное, чтобы не отключили свет. Ну, я для этих целей использую бесперебойник, несмотря на то, что свет у нас и не отключают довольно давно уже. Но возможны варианты, чтобы не потерять зазря время. Бесперебойник стоит не тех денег. Вот, собственно, такое вот устройство. Вот устройство у нас отработало. А по окончанию могут либо гореть светодиоды, либо не гореть уже. Это бывает в разных блоках по-разному. Отсоединяем наш блок питания. Отсюда и наше устройство. Блок является раскодированным. Ну что ж, попробуем запустить его на машинке, проверить. Так, пробуем заводить машинку после установки блока. Вот она загорается, лампочка не горит, как тут просили некоторые зрители. Отключена, между прочим, обычным клипом, чтобы не мигала.
как там кто-то заявлял, активно доказывал, что клипом это сделать невозможно. Отлично заводится. Как видите, машинка отлично заводится, лампочка не мигает, без всяких эмуляторов, нормально отключается клипом. Чтобы там не специалисты не говорили, нормально все можно сделать обычным клипом, если есть на это необходимость. Ссылка на Renault Imma-Killer будет внизу под видео, где я ее приобрел. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока.